Амир Хосейн Максудлу родился 21 сентября 1987 году. На профессиональном известен как Амир Таталу. Он иранский певец, рэпер и автор песен. Он один из самых известных и противоречивых художников Ирана благодаря своей татуировке во все тело и его частому открытому диалогу о политике и социальных аспектах жизни иранской молодежи. Он принадлежит к первому поколению иранской андеграундной хип-хоп сцены, а также один из первых R&B-певцов на персидском. В настоящее время он находится в Иране и арестован за критику прав человека иранского правительства в своих песнях и социальных сетях. Таталу несколько раз арестовывался властями Исламской Республики в 2016 и в 2018 годах, когда жил в Иране и провел месяцы в тюрьме. В 2018 году он приехал в Турцию и продолжил свою успешную карьеру, создавая альбомы и большие концерты в Турции, которые в противном случае были запрещены в Иране до 2023 года. Разочарованный жизнью в изгнании, после истечения срока действия его иранского паспорта, он попытался покинуть Турцию, чтобы вернуться в Тегеран. В 2023 году турецкие власти сначала отказали ему в выезде из аэропорта Стамбула с просроченным иранским паспортом, а позже арестовали его и передали Таталу полиции Исламской Республики, где он был немедленно арестован по предъявлению серьезных обвинений, угрожающих жизни. Амир родился в Тегеране. Его семья – это иранские азербайджанцы. У него есть 4 брата и сестры. Из-за работы своего отца Амир провел годы начальной школы в Реште, а через несколько лет он вернулся в Тегеран. Он решил работать и учиться одновременно из-за финансового положения своей семьи. С 14 до 16 лет он работал в плотницкой мастерской, а с 16 до 18 в продуктовом магазине. После окончания средней школы он начал заниматься музыкой. Начало его карьеры началось примерно в то же время, что и у других известных музыкантов персидского андеграунда. Таталу начал свою музыкальную карьеру в 2003 году, публикуя песни в своем блоге. Он начинал как андеграундный музыкант и остается несанкционированным Министерством культуры и исламского руководства. Журнал Time описал его как рэпера с таким количеством поклонников, а радио «Свободная Европа» и радио «Свобода» как артиста с сильной базой поклонников среди молодежи Ирана. Его музыкальный стиль был описан как популярная кричащая смесь поп-музыки, рэпа и R&B. Его дебютный альбом был выпущен в 2011 году. С тех пор он выпустил 21 альбом. Таталу – первый иранец, который начал сотрудничать с Universal Music Group. Амир выпустил сингл для национальной сборной Ирана по футболу во время чемпионата мира по футболу в 2014 году. Во время ядерных переговоров Ирана в Вене в июле 2015 года он выпустил песню в поддержку иранской ядерной программы. Музыкальное видео было снято на корабле ВМС Ирана «Дамавант». Песня была самой популярной в поиске Google на персидском. Эта песня мгновенно вызвала споры в Иране, в основном среди иранских реформистов, которые сравнили песню с песнями Мохаммад-Резы Хаджаряна в поддержку иранских протестов 2009 года. В 2015 году он посетил Тегеранский музей мира, и ветераны Ирано-Иракской войны похвалили его за музыкальное видео «Мученики», и он был представлен как посол мира музея. В 2018 году, после нескольких арестов иранскими властями и неспособности получить лицензию на музыкальную деятельность от Министерства культуры и исламского руководства, Таталу покинул Иран и мигрировал в Турцию. «Таталити» – название альбома, которое также является именем его фанатов. Таталити в основном состоят из иранской молодежи, которые преданы Таталу. Его поклонники могут придерживаться образа жизни, вдохновленного Таталу, включая медитацию, духовные практики
и веганскую диету. В 2016 году, после того, как иранская полиция арестовала Таталу, его поклонники устроили акцию протеста перед судом и потребовали, чтобы власти освободили его из тюрьмы. После его ареста начался онлайн-протест против ареста артистов из-за их текстов песен и образа жизни. Они использовали различные хэштеги, чтобы оказать давление на иранские власти с целью его освобождения. Таталу – один из самых популярных, но противоречивых иранских знаменитостей. У него самая большая база поклонников, а также и критиков. В 2021 году Таталу побил рекорд по количеству комментариев на YouTube. Видеоклип набрал более 19 миллионов комментариев. В 2019 году Таталу попросил фанатов побить рекорд по количеству прокомментированных постов в Instagram, который на тот момент составлял 10 миллионов комментариев. Фанаты побили рекорд, набрав 18 миллионов комментариев. После этого различные политические критики обсудили явление и его влияние на общество. Еще один рекорд был побит в 2020 году, когда Таталу провел прямую трансляцию, в которой приняло участие 626 тысяч зрителей. Среди других иранских певцов у него больше всего просмотров на Spotify и YouTube. Таталу – веган и постоянно проповедует веганскую философию и образ жизни, прося своих поклонников не убивать и не есть животных. Одно из его многочисленных прозвищ – «Сын природы». 28 января 2020 году Таталу был задержан турецкой полицией в Стамбуле. В отношении него действовало красное уведомление Интерпола. Он был освобожден 3 февраля, когда турецкая полиция сослалась на его задержание за нарушение визового режима. За это время онлайн-петиция, направленная на его освобождение, собрала почти 500 000 подписей. В мае 2020 года Таталу вызвал споры после того, как выступил за то, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могли вступить в брак, и пригласил фанатов, на тот момент несовершеннолетних, присоединиться к его гарему. 2 декабря 2023 года он заявил, что намерен вернуться в Иран. Многие просчитали его действия из-за жалоб, которые у него были в Турции. Наконец он был передан иранскому правительству, и 6 декабря 2023 года на сухопутной границе Ирана и Турции был немедленно арестован из-за объявлений и жалоб, таких как коррупция. Представитель иранской полиции сообщил, что Таталу был арестован по обвинениям, связанным с наркотиками. Он обвиняется в подстрекательстве граждан, особенно молодежи, к употреблению запрещенных веществ. Творчество Амира Таталу было запрещено властями Ирана по моральным соображениям. Но миллионная армия поклонников рэпера на это ничуть не уменьшилась. В своих песнях он нередко поднимает острые социальные и даже политические темы. Несмотря на популярность музыканта, его творчество никогда не одобряло Министерство культуры и исламского образа жизни Ирана. Заявки Амира Таталу на получение лицензии для легальной музыкальной деятельности власти многократно отклоняли. Без официального разрешения от правительства в Иране нельзя транслировать музыку по радио и телевидению, а также использовать в общественных местах или записывать. Такая цензура заставила музыканта действовать подпольно, ровно как и многих других деятелей культуры в Иране. После вынесения приговора Таталу опубликовал следующее обращение к 3,5 миллионам своих подписчиков в Instagram. «Бог, я уверен, если так тебе угодно, у тебя есть тот, кто принадлежит только тебе и кто отдаст свою жизнь за тебя. Если ты прикажешь лечь, я лягу у твоих ног. Я здесь, и я не одет в овечью шкуру, потому что быть в тюрьме в моей стране лучше, чем быть на свободе, но жить по чужим правилам и нарушать собственные принципы. Я продолжу тренироваться, чтобы стать чемпионом, если я останусь на свободе. А если нет, ты велик, и ты дашь мне возможность служить тебе и предстать перед тобой в конце моих дней. На все остальное – воля твоя».
В настоящее время Амир Таталу находится в тюрьме строгого режима, где содержатся политические заключенные и другие узники совести. Аудиорассказы от Эдемы